у нас был шанс, мы все вместе дружно этот шанс упустили. Но из грехов своей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Эти грехи просто режим поставил себе на службу. До меня дошло, что чувствовали антифашисты в фашистской Германии там, в 1939, 1940, 1941 году. У меня было понимание за несколько дней, у меня не было никаких инсайдов, никакой эксклюзивной информации. Я очень внимательно следил за пропагандой. И я по пропаганде ориентировался. Я понимал, что они сейчас готовят казус белли. Но у них настолько это все по-конски получалось, оно было все не просчитано. Видно, там они украли деньги, пиарщики, там еще что-то. Но у них не получается, не срастается, их каждый раз ловят за руку. И я вдруг увидел, что они перестали стесняться. Что они начинают это нагнетание, перестали стесняться. Как только они начали там говорить про эвакуацию беженцев, когда еще ничего не началось, про гуманитарную катастрофу, когда еще ничего не началось, я понял, что ну вот-вот начнется. И я 23 числа вечером понимал, что ну, видимо, сегодня уже вот так произойдет. Ну и ночью увидел, что телефон под рукой, там посыпалось, и все, понял, что началось. Но я написал одну фразу. Киев бомбили, нам объявили. Вот. Конечно, у меня и параллели чудовищные. Я же знаю, кто последний раз бомбил Киев. Вот. Я вспомнил сразу Высоцкого, там, когда эту Зигу-то увидел, там, что идут по Украине солдаты группы «Центр». Ну все, у меня прямые параллели. Я понимаю, что натворила моя страна. То есть я просто это понимаю, это чудовищно, то, что натворила моя страна. И я там косвенно, так или иначе, я соучастник, мне стыдно, мне плохо, мне больно. Я понимаю, что это просто ну, чудовищное преступление. Ну я тут же и написал, что я далеко ходить, тут же написал, что все, кто принимал решение о вторжении в Украину, это предатели России, предатели своего народа. Вот так вот. У меня среди моего окружения не было ни одного человека, кто бы поддержал эту войну. Все нормальные люди схватились за голову. Это страшно, это боль, стыд, отчаяние. И еще ну, бессилие, ты ничего не можешь сделать. У меня там 3 текста. У меня один текст в Фейсбуке, другой в Телеграме, 3 на Ютубе. Последний суд был по фразе «Война с Украиной самая подлая, невынужденная, там, несправедливая война в истории России». Потом за первый текст там про Зигу было, что такое ЗИВ. Для меня эта ситуация очень сложная, потому что я даже в суде не могу защищаться. Я просто не могу защищаться в суде, потому что да, я это говорил, да, я так думаю. Но с другой стороны, если касаться чисто формальной стороны дела, то я никакие вооруженные силы ни одного разу никак не упоминал. То есть, и поэтому, по сути, там придраться было не к чему. Но суды выстроены так сейчас, что нет никакой разницы, что говоришь ты, что говорит твой защитник, что там на самом деле по делу. Суды сейчас выстроены так, поэтому иллюзий нет никаких. Но у меня приговоры пока не вступили в законную силу. Вот, по ним, по каждому там максимальный штраф назначили, пока они не вступили в законную силу. Ну, дальше будем думать. Для меня это неприемлемая совершенно история. То есть без всякого пафоса, это моя страна, с чего вдруг я отсюда поеду. Пусть лучше они уезжают. Вот. Для меня это неприемлемая история, я не поеду. Как у всех, у меня есть куча знакомых, у меня по науке, по исследовательской моей работе много народу. То есть я сталкивался с Кличко, я сталкивался с известными блогерами, со спортсменами, с журналистами в Украине. Я с ними был на контакте до этого времени. Ну а потом у меня предки, выходцы с Украины, по линии отца. У меня все выходцы с Украины, причем у нас очень сложная ситуация. У нас остались живы только те, кто приехал сюда на строительство Уралмаша в 1929 году. Все, кто остались там, все погибли. И для меня очень сложная история, хоть каких-то родственников попытаться найти. И я был несколько раз в Украине, проехал ее из угла в угол, общался с огромным количеством людей, сидел в архивах, потому что я искал хоть какие-то зацепки. И мне, кстати, помогли. Мне нашли дело моей бабушки, там, и место я нашел, где они жили. Вот. Но я проехал всю Украину из угла в угол. Я не видел там нацистов,
И мне с русским языком у меня не было ни одной проблемы в Украине вообще, потому что я разговаривал со всеми на русском. У меня не то что конфликтной ситуации, у меня неловкой ситуации ни одной не возникло в Украине. А когда мы с Андреем Анистратом там собрали пробежку, там человек 500 народу собралось. Я с ними разговаривал, пробежался, несколько часов разговаривал. Ну, абсолютно доброжелательные, нормальные. Ну, Киев в то время, ну, по моему пониманию, вообще русский город был. Но во Львове это даже не было. Не то что конфликтов, неловкости не возникало. Поэтому для меня все эти сказки про нацистов, это ну так. Я знаю, где на самом деле нацисты. Конечно, чувствую. Конечно, чувствую. Я чувствую, что это моя страна напала на соседнюю страну без всякого повода и причины. Ну, и моя страна убивает людей в другой стране. Да, я чувствую это. Мне больно, мне стыдно. Сделать я ничего не могу. Но это любой нормальный человек это чувствует. Сталкивался, но это в лоб. Я с этим не сталкивался, потому что мне всегда есть что ответить, мне всегда есть как ответить. А за спиной, когда шипят, если я это начну отслеживать, то ну, я буду только этим заниматься. То есть в лицо мне этого никто не скажет. А то, что шипят за спиной, ну шипят себе, шипят там. Я уровень этих людей приблизительно понимаю. Страна надела сапоги где-то ну, в 2004 году уже точно. И это ощущалось. И это ощущалось, и потихонечку шло, и это было понятно. Это проявлялось в риторике. Это появлялось в том, что начинали вытаскивать все советские фильмы, заново запустили в прокат. То есть они появились везде. Это проявлялось в том, что из победы в войне сделали культ. Этот культ поддерживали специально назначенные жрецы. И это стало определенной религией. И стали очень внимательно смотреть, правильно ли ты исполняешь религиозные обряды. То есть победу в Великой Отечественной войне поставили на службу режиму. И это было тоже очевидно. Но очень много всего было. Просто всеобщая милитаризация сознания. То есть это происходило, ну, это совершенно четко, такая последовательные шаги власти были. Все изменилось. То есть это тот самый случай, это да, банальная такая фраза, проснуться в другой стране. Все, я про свою страну понимаю все. То есть я почувствовал, вдруг до меня дошло, что чувствовали антифашисты в фашистской Германии там, в 1939, 1940, 1941 году. Я понимаю, что никто там не сдастся, что я понимаю по логике, что война может прийти и сюда. Мало того, я очень внимательно слежу за пропагандой, потому что там, где они не могут достичь желаемого, то есть они будут достигнутое выдавать за желаемое. Вот. Я понимаю, что им надо будет из чего-то слепить победу. Я понимаю, где они сделают последние усилия. При этом я понимаю, что на этом ничего не закончится. Все, из этой истории хорошего выхода нет. И очень хорошо, что выступил Тинькофф, он очень четко сформулировал, говорит, не вижу ни одного бенефициара этой войны. Но его действительно нет. Это чудовищная совершенно ситуация. Поэтому хороших выходов я не вижу. Как оно будет развиваться, я не знаю. Логику я понимаю, но тут еще на переговоры надо выйти. То есть Украина не на каждую позицию согласится. То есть и вполне возможно, что они, если не сумеют добиться какого-то перевеса, то есть они вообще на переговоры не пойдут. У меня одна фраза у Окуджавы, которая, когда я был маленький, я ее не понимал. Там песенка про Моцарта. Там есть такие слова: «Но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе». И я вдруг увидел, что эти грехи просто режим поставил себе на службу. Режим при помощи пропаганды сказал, что это не грехи, это доблесть, что этим доблестям надо следовать. Просто мир перевернулся вот так вот. Не просто так парня закрыли, который Оруэлла в 1984 просто раздавал людям. Ладно, это что не так? То есть у нас был шанс. Мы все вместе, дружно. То есть этот шанс упустили. Не знаю, даст ли судьба еще нашей стране такой шанс, но если судьба не даст, мы как-то должны приближать и сами сделать свою страну свободной, счастливой, в конце концов, веселой.